Птицы Маныча, 23 апреля. Видео про птиц Маныча создано благодаря предложению Ольги Натальской и поддержке друзей канала на Бусти. 23 апреля мы встали около 5 утра. В 7 часу уже выехали со двора, чтобы успеть застать утренние выступления стрепета. Благодаря разведке в первые дни по приезде на Маныч мы знали, куда нужно ехать. Прибыли, и стрепет будто нас и ждал, чтобы во всей красе предстать перед гостями-натуралистами. Всем привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Вместе с Ольгой Натальской мы приехали в село Дивное на севере Ставрополья, чтобы понаблюдать и снять для вас жизнь и поведение местных птиц. Стрепет – один из характерных обитателей степных просторов. Трава уже подросла, но самец все еще может похвастаться своим роскошным черным воротником. В России стрепет – обитатель степных целинных земель на юге страны. В отличие от дров, в период размножения самцы стрепетов атакуют поодиночке. Размером стрепет вполне сойдет за небольшую курицу. Вот только голос самца совсем не громкий, и не подумаешь, что он принадлежит такой крупной птице. Летает стрепет по предсказуемой траектории, так что неудивительно, что эта птица оказалась в красных книгах России и Казахстана. Основной причиной сокращения численности стрепета считается чрезмерная распашка земель. К счастью, не все почвы степи используются для аграрных нужд. Например, солончаки требуют мелиорации прежде, чем их можно будет использовать для выращивания культурных растений. Но затраты не всегда оправданы, а потому участки земли с избыточным выходом солей чаще остаются невостребованными человеком. Только у природы на всякое неудобство найдется спрос. Мы остановились около небольшого солончака, который выглядел как светлая проплешина на зеленом степном ковре. Прямо из окна автомобиля мы успели снять несколько необычных крачек с черными широкими клювами. Это чайконосые крачки. Они встречаются главным образом на юге европейской части России. Крачки улетели, но на полуголой земле мелькали еще две птички, небольшие кулики. Выйдя из машины и навострив технику, я сразу понял, что перед нами очередной подарок степей. Новый вид! Ты будешь снимать-то, нет? По шапочке самца я понял, что передо мной кулик, которого я раньше в природе не видел. Это морской зуёк. В России ареал морского зуйка проходит по южной кромке страны. Оба кулика вели себя подозрительно, особенно скромно окрашенная самка. Я даже предположил, что где-нибудь может быть гнездо с яйцами, так что под ноги мы стали глядеть особенно внимательно. Тем более, что гнездо малого зуйка, которое мне любезно показал в свое время Анатолий Нестеров, находилось прямо на открытом месте посреди строительного мусора. Но если бы не поведение птиц, то заметить гнездо под ногами почти невозможно. У малого зуйка самец и самка внешне не отличаются, и оба принимают участие в насиживании. У морского зуйка самец носит знак отличия на голове, но влияет ли это на участие в гнездовых хлопотах, для нас пока загадка. Мы оставили местных куликов в покое, чтобы, если у них есть гнездо, они вернулись и продолжили свои дела. Наши же дела были куда проще птичьих.
просто ехать по степи и снимать все, что нам попадется. И вот из окна машины мы заметили какого-то небольшого пернатого скакуна. Понятно, что это был жаворонок, но размеры его были настолько невелики, что нам в голову пришел только один вариант – малый жаворонок. По размерам и внешне на малого жаворонка еще похож серый, но у малого жаворонка более мощный клюв. И, как нам показалось, это как раз был наш случай. Еще ближе нас подпустил хохлатый жаворонок. Невзирая на порывы ветра, он торопился похвастаться своей нежной песенкой. Другая известная птица с хохолком облюбовала гору строительного мусора рядом с грунтовой дорогой. И хотя эта куча портила безукоризненный пейзаж степи, удот, похоже, был рад, что у него появился шанс отыскать уютную нишу для гнезда в нагромождении камней и деревянных брусков. В отличие от скрытного удода, гнезда куликов обычно располагаются прямо на земле, открыто, как на ладони. Сегодня мы навестили колонию ходулочников, которые устроились посреди весенней лужи в степи. И хотя постройки этих птиц расположены у всех на виду, из-за воды мне все же пришлось надеть забродный костюм, чтобы добраться до гнезд и установить пару камер наблюдения. Для того, чтобы птицы скорее вернулись на гнезда, сразу после установки мы уехали к подманку. Там мы забрали камеру слежения около утиного гнезда, которое разорил болотный лунь. О том, как этот разбойник трапезничал, я уже рассказывал в одном из репортажей про птиц Маныча. Еще на подъезде к подманку на обочине дороги мы заметили хохлатого жаворонка с кормом в клюве. И потом я еще 2 часа потратил на наблюдение за ним из машины, чтобы определить место гнезда. Увы, хоть трава была невысокой, но найти гнездо с птенцами так и не удалось. Даже мобильный тепловизор никак не помог решить эту задачу ни днем, ни вечером. Несолоно хлебавши, я уехал, оставив хохлатых жаворонков без должного внимания. Теперь, когда до отъезда осталось всего пару дней, я наконец решил испытать в деле забродный костюм с ботинками. Этот костюм мне подарил Антон Поспелов, автор канала про рыбалку Fish Business, за что ему большое спасибо. Мелководье с тростниками оказалось вполне доступным для обследования в Вейдерсах. Вместе с четвероногими коллегами я пошел бороздить тростники Подманка. Здравствуйте, коллеги. Вы тоже ищете гнезда по тростникам? Что попалось? Что-нибудь нашли? Нет? Ну, продолжаем искать. Куда вы? Коллеги. Вместо гнезд мне попадались хатки каких-то зверьков. На этих кучах тростника обязательно грелись упитанные водяные ужи. Некоторые из них были тонкие, как карандаш, а другие толстые, как сардельки, и я старался обойти их стороной.
С удивлением я обнаружил, что до отмели, на которой отдыхали водоплавающие птицы, можно без труда дойти в костюме, хотя с берега казалось, что по пути должна быть большая глубина. Это значит, что тут можно попытаться поставить палатку и поснимать птиц из укрытия. В тростниках я нашел несколько гнезд лысух. Скорее всего, это были восстановленные кладки, поскольку яиц было немного, но они уже были насижены. Это проверяется с помощью погружения яйца в воду. Если яйцо тонет тупым концом вверх, то значит оно насижено уже неделю или даже немного больше. Впрочем, гнезда лысух мне были не очень интересны, поскольку я их уже много раз находил и снимал в Рязанской области. Там они гнездятся по соседству с чомгами. Тут же меня больше интересовали гнезда серощеких поганок. Правда, как их наверняка отличить от гнезд чомг, этого опыта у меня еще нет. Поэтому, когда я нашел в зарослях тростника гнездо поганок, то на всякий случай поставил камеру наблюдения в режиме видеоловушки. За пару часов наблюдения гнездо один раз переполз толстый обыкновенный уж. Иногда рядом с постройкой отмечались чомги, так что, скорее всего, гнездо с яйцами принадлежало им. Пока камера стояла у гнезда чомг, я вернулся на берег. Съездил за Ольгой, которая все это время караулила из-за сетки цапель на берегу. И вместе мы поехали к ходулочникам, чтобы забрать камеры наблюдения. В обоих гнездах яйца были теплые, а значит, птицы продолжили насиживание, когда мы уехали. В предыдущем репортаже о птицах Маныча я уже рассказывал об интересном поведении ходулочников у гнезда. Посмотрим, как вели себя другие пары на новых гнездах. У первого гнезда самка появилась вскоре после установки камеры, но сесть побоялась. Только спустя примерно 1,5 часа под крики пеганок самка села насиживать яйца. Больше часа птица сидела непрерывно, лишь изредка меняя позу. Потом, видимо, когда яйца хорошо прогрелись, самка иногда отлучалась, не то из-за какой-то тревоги, не то с целью подкрепиться. И только спустя 5 часов наблюдений пришел самец с извинениями. Он уже даже готов был приступить к насиживанию, но тут как раз вернулся я, чтобы забрать предмет его беспокойства. Во втором гнезде самец сел насиживать уже через полчаса после установки камеры. Правда, скоро он улетел из-за общей тревоги. В случае с ходулочниками, очевидно, такая стратегия оправдана, поскольку гнездо с яйцами абсолютно сливается с окружением, а вот черно-белых птиц можно заметить издали. Так что при приближении к колонии вероятного разорителя гораздо разумнее оставить гнездо, чтобы не выдавать его месторасположение. Все 4,5 часа, пока работала камера, на этом гнезде насиживал только самец. Эти скромные наблюдения лишний раз показывают, как разительно может отличаться поведение разных особей в разных гнездах, а потому и для получения более правдоподобной картины требуются многократные наблюдения. Поблагодарив ходулочников за посильное участие в наших документальных видеосъемках, мы решили вернуться на Солончак, чтобы понаблюдать степных теркушек и морских зуйков. По пути мы встретили 2 каменок-плесуней, и даже удалось найти их нору. Я поставил камеру наблюдений, но она сразу после того, как мы ушли, выключилась из-за плохой карты памяти. Но об этой ошибке я узнал только, когда забрал камеру вечером. На Солончаке мы долго наблюдали за степными теркушками, не выходя из машины.
Иногда птицы подавали голоса, но из-за ветра их было невозможно качественно записать. Часть теркушек уже объединились в пары и с помощью ритуальных поз и движений налаживали отношения. Отдельные птицы очень заманчиво сидели в ямках на солончаке, но никаких яиц в ямках нам потом не попалось. Одновременно со съемкой теркушек мы наблюдали за парой морских зуйков, которые уже вызвали подозрения в первой половине дня. Один из зуйков, подобно теркушкам, присел на землю недалеко от машины, из которой мы вели наблюдение. Сначала мы подумали, что он так отдыхает, но потом не выдержали и вышли из авто. Кулик тут же встал и убежал, а на том месте, где он сидел, мы обнаружили кладку из 2 яиц. Вот так сюрприз. И действительно, гнездо, как у малого зуйка, оказалось на совсем открытом месте. Но попробуйте отыскать это гнездо без помощи птиц. Скорее наступишь и не заметишь. Поскольку кладка еще не полная, мы не рассчитывали на то, что получится заснять птичек у гнезда. Но все же поставили камеру наблюдения в расчете на то, что кулики хотя бы из любопытства придут проверить, что за объект появился рядом с гнездом. Самым контактным оказался глава семейства. Вскоре после того, как мы уехали, он прибежал разобраться, что это за напасть рядом с будущим потомством появилась. Поскольку напасть не нападала, самец решил, что можно и немного понасиживать кладку. Кроме насиживания, самец даже немного позанимался строительством гнезда. Если, конечно, перекладывание соленых чешуек с места на место можно засчитать за строительство. Скоро мы вернулись забрать камеру, и самец ловко выбежал из гнезда, прижимаясь к земле, чтобы не привлекать к себе внимания. Сняв все камеры, ближе к вечеру мы поехали опять навестить стрепета. По пути нам попалась самка стрепета. Она настороженно выглядывала из травы, словно где-то неподалеку у нее было спрятано гнездо. Солнце скрылось за горизонтом, и сумерки стремительно сгущались, когда мы наконец добрались до нашего степного приятеля. Самца стрепета мы застали за ужином.
провокацией из динамика удалось перебить аппетит холостяка. Налюбовавшись на стрепета, мы поехали в гости к Сплюшкам. Но сегодня, несмотря на чудесную лунную ночь, найти подходящих моделей так и не получилось. Так что мы просто погуляли под луной и к полуночи вернулись домой, уставшие и довольные. Сегодня степь в очередной раз преподнесла нам свои дары в виде гнезда морского зуйка, элегантных теркушек и солидных стрепетов. Все это было бы невозможно без инициативы и всесторонней поддержки друзей канала. С вами были Птицы Маныча, Ольга Натальская и Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.